Итак, ребят, всем привет. Я думаю, вы сейчас видели, да, то, что происходит на Украине в последние дни. Видели, что сейчас приняты определенные законы против НАБУ, против второй независимой антикоррупционной структуры, которые позволяли бы людям, которые сидят во главе власти в Украине, воровать безнаказанно, что уничтожит, ну, то есть закон, который они там приняли, он уничтожает любые независимые антикоррупционные какие-то организации. То есть их было две. Причем одна, по-моему, из них, насколько я не ошибаюсь, была под патронажем США прямой, и обе эти структуры были объявлены, грубо говоря, там почти вне закона, то есть их напрямую решили подчинить офису президента, то есть напрямую власти, что сразу же относится к тому, что будут только то, что надо, ну, расследовать, да, то, что не надо, не будут. Ну и второе, то, что на тех, кто сейчас расследовал антикоррупционные какие-то дела, касающихся тех людей, которые сейчас сидят во власти в Украине, их всех там объявили вне закона, решили посадить в тюрьму там, или что они там с ними, да, по-моему, там всех посадить, написать какие-то там липовые уголовные дела на них, и как бы все это быстро замять. А все дела, которые нельзя расследовать, в кавычках, да, вот, на тех людей, на которых не надо расследовать, значит, быстренько уничтожить. И это уже вызвало определенную волну в мире, ну и в самой Украине тоже на данный момент начинаются какие-то массовые протесты, люди выходят на улицу вне зависимости от того, что в Украине сейчас действует закон о запрете массовых собраний в связи с военным положением, но это не мешает людям выходить и говорить о том, что они не согласны. Так вот, к чему ведут эти события и как они будут развиваться далее, я пока что не смотрела на тонком это все, но я примерно предполагаю, как это будет, исходя из своих ранних видений, о которых я еще вам не рассказывала. Я как раз хотела записать ролик об этих видениях, так как они были у меня относительно недавно. Первое видение было где-то 10 июля, вот, касательно как раз-таки тоже судьбы Украины, то, что я видела относительно временных линий Украины, вот, а второе видение, оно было очень яркое, как раз-таки оно пришло ко мне не так давно, я, когда оно резко так на меня нахлынуло, я смотрела энергетику Украины, то, что там происходит, энергетику этого конфликта, я сама как-то вот не ожидала, то, что меня настолько нахлынет новыми ощущениями вот этими, что у меня даже муж спросил, что с тобой такое, потому что я настолько зависла и настолько как-то вот была взбудоражена. Такое видение последнее по Украине я ловила настолько яркое и настолько глубокое только в 2014 году, тогда, когда проходил Майдан, и тогда это было очень плохое тревожное видение. Я тогда долго не могла как-то вот его пережить, потому что у меня было очень много людей, знакомых, и до сих пор они есть, кто живет на Украине. Сейчас вот среди подписчиков у меня много ребят, которые живут на Украине, и я понимаю, насколько им тяжело сейчас находиться в этом во всем, находиться вообще в понимании того, что мы невольно ввязаны в то, что сейчас происходит, в эти все истории и в эти все события, да, вот, переживаем их. И что я могу сказать? Вот тогда, в 2014, когда прошел Майдан, я видела огромнейших ангелов, как вот такие духи.
в виде ангелов. На тот момент я понимала, что у меня идет ассоциация с какими-то библейскими описаниями, то есть образы приходят не конкретно вот библейские ангелы и так далее, нет, а просто эти образы, они как бы вписываются в определенные мои знания о чем-то на земле, да, и вписываются как вот в определение каких-то вот таких вот ангелов смерти или духов, которые хотят вот пожинать плоды, то есть как это, знаете, там ангелы, которые вострубили, да, и там что-то понеслось. Так вот, здесь было немножко другое. Здесь именно в этих образах были духи, которые готовились собирать жатву, именно как ангелы смерти, которые готовились собрать какую-то кровавую жатву. Чем-то даже мне тогда это напомнило, почему у меня была очень большая тревога в 2014 году. Мне это напомнило, знаете, какие-то вот библейские вот эти вот моменты про казни египетские или что-то такое, потому что я тогда увидела, что они собираются так пожать там вот эту жатву, что земля будет пропитана кровью, вот прям пропитается кровью земля. Тогда я еще не думала о том, что может быть прямой конфликт между Украиной и РФ, потому что тогда как раз-таки после этого видения, которое у меня было, началась очень серьезное вот это вот противостояние ЛНР, ДНР и западной части Киева, то есть и близлежащих вот этих вот районов. Извините, ребята, кто с Украины, если я как-то неправильно там называю, я вообще не, наверное, не специалист по географии вот вашей страны, но тем не менее, да, то есть между Западной Украиной и восточными частями Украины началось вот это вот противостояние. И недавно, как раз-таки 10 числа было первое видение, и вот где-то через дней 5, это примерно, наверное, 15 или 17 июля, вот плюс-минус, у меня было второе видение, и как раз-таки оно было настолько яркое, что я такого давно не испытывала, как говорю, с 2014 года. И сегодня я хочу о нем рассказать, и вы уже сами решите, ну, или как бы подумайте, насколько это видение может быть связано с тем, что сейчас происходит или начало происходить, да, внутри Украины с вот этими событиями, связанными с атакой на антикоррупционные органы. Так вот, первое видение, которое было 10 июля, я, если честно, просто не думала, что события начнут так быстро делать. У меня сейчас процесс переезда, и я думала, что я сейчас разгребу все свои дела, как раз у меня по графику было, я записала заранее, чтобы мне переехать 2 ролика про денежное мышление для того, чтобы выложить их на YouTube, чтобы вы не ждали тут меня, пока я тут занимаюсь своими какими-то личными моментами внутри семьи. Так вот, и поэтому я решила, сейчас будет график новый, я выложу это видео, и в итоге, как у меня обычно это бывает, не совсем оперативно получилось, да, вот выложить именно когда были видения эти. Так вот, 10 числа я видела Украину и видела ее временные линии. Я просматривала именно энергию войны. Все дело в том, что туда, куда я переехала сейчас, здесь это все очень легко прощупывается. То есть я нахожусь, ну, грубо говоря, очень рядом с тем, где происходят какие-то вот эти вот вещи, столкновения, прилеты, залеты там и так далее. То есть у меня сейчас каждый день просто тут туда-сюда вертолеты летают, я их прекрасно слышу. Так вот, и ну, наверное, сейчас многие подумают, все обычно уезжают оттуда, да, где вот это происходит, а Надежда приехала. Ну, у Надежды все как обычно. Вот, не туда, да, как говорится. Но я всегда чувствую, то есть я иду по жизни, вот именно двигаясь на свое внутреннее какое-то ощущение, чутье. И я понимаю, что моя душа ведет меня так, что я там, где я должна быть. И сейчас я здесь, потому что я здесь должна влиять на энергию. То есть я здесь влияю на энергию, я могу ее коснуться, я могу ее как-то острее почувствовать,
почувствовать, то есть почувствовать именно в плане того, чтобы считать ее, повлиять на нее как-то, да, в том числе на временные линии. И как раз-таки, когда я прибыла сюда, вот 10 числа, вот в этих числах я сюда приехала, я смогла почувствовать внутри Украины во временных линиях конкретно огромный большой деревянный столб. Я увидела посреди территории между западом и востоком Украины, ровно посередине был огромный деревянный столб. И этот столб, он мешал, знаете, чтобы этот конфликт хоть туда, то есть в какую-либо сторону ему продвинуться. То есть он мешал, и налево не шел, и направо не шел, и никак. Он как будто удерживал, знаете, эту ситуацию вот в одном каком-то русле, то есть на одном месте. Он не давал этой ситуации закончиться, он не давал этой ситуации продвинуться, он просто вот как, знаете, такая огромная мясорубка, огромный ураган просто закручивал это все и перемалывал в жерновах. Знаете, вот есть, даже сейчас образно мне приходит, на что это похоже, то есть вот есть жернова, которые вот крутят вот так вот, да, перемалывая зерно. Так вот, между жерновов в кругах, да, вот такой вот столб находится, то есть вот ось вот эта, вокруг которой крутятся эти жернова. И вот здесь вот этот столб был осью, на которой крутились жернова, которые перемалывали просто вот людей, да, перемалывали все. И это было как раз-таки вот то, что случилось с 2014 года. Еще тогда, в 2014 году, когда я поделилась своим видением касательно вот этих ангелов, да, которые будут собирать вот урожай, грубо говоря, да, жатву на этой земле, которые зальют эту землю кровью. Я поделилась этим видением с одной девушкой, которая тоже видела тонкий план, которая занималась как бы, ну, не сказать духовными практиками, потому что сейчас вот то, чем занимаются многие под видом духовных практик, это я даже не знаю, как назвать. Но тогда там действительно человек понимал в том, что можно назвать эзотерикой, не по книжкам каким-то, не по каким-то «давайте сядем в волшебную позу лотоса», по каким-то вот там каким-то там гуру, да, там нам что-то рассказали, а именно понимал структуру, видел структуру, сам мог работать с энергиями, сам мог видеть определенные, можно сказать, прямые причинно-следственные связи, да, вот того, что происходит на тонком и на физическом плане. Так вот, то есть он, можно сказать, тоже эта девушка была немного не заблокирована, и я не скажу, конечно, что она была такая же, как и я, вот примерно с таким же уровнем, да, вот энергии и восприятия, но она достаточно тоже неплохо в этом понимала. И она говорит, знаешь, говорит, это понятно, я видела, как вот на территории Украины тогда поставили статую Перуна, поставили статую идола и бога войны, она говорит, его окропили кровью. Я не знаю, насколько это все, но там действительно установили какую-то статую, я потом читала об этом. И этот идол, то есть эта статуя, она именно призвала вот эту войну, то есть она начала призывать этих ангелов. И я тогда поняла, что это все очень и очень плохой знак, что, в принципе, мы увидели впоследствии того, что происходило на этой земле и на этой территории. Так вот, 10 июля, когда я смотрела и увидела этот столб, я еще тогда ощутила, что этот столб это как магия, то есть это какое-то намерение конкретного человека или людей, группы, причем людей, то есть, знаете, очень легко на тонком плане ощутить, то есть народное это, грубо говоря, намерение, да, всего народа, там, допустим, территории Украины, который там борется и не хочет чего-то, или это конкретно намерение какой-то горстки людей, 1, 2, 3, там, да, или там 10, но не больше, то есть какая-то вот такая вот, ну, междусобойчиковая компания, да, которая не хочет, чтобы вот эта ситуация куда-то двигалась. И я четко ощутила, что это, я еще перепроверила тогда, то есть вот этот столб,
чье это намерение, чье это желание, да, кто удерживает этот столб, кто подпитывает, кто не дает ему упасть. И я увидела, что это просто группа людей, между собойчиковая, которая очень сильно боится чего-то, то есть, да, она боится того, что этот столб падет, и вот этот столб только их интересы, то есть это не интересы народа, не интересы каких-то там стран или еще чего-то, это интересы какой-то группы людей. И в этот момент я увидела, как вот на этот столб пошла атака, и я сама поняла, что этот столб надо ломать. Я прям почувствовала вот этот порыв к тому, что пришло время этот столб разрушить. И я начала тоже нападать на этот столб вместе с этой атакой, и в какой-то момент я увидела, что этот столб начал трещать. Вот знаете, как ветку, когда ее ломают, не разрубают топором ничего, а ее ломают, и она вот как вот, знаете, такие вот прожилки вот этого дерева наружу, да, неровно так ломается, как колиями такими мелкими. И тут то же самое, то есть оно сломалось, эта балка начала ломаться какими-то колиями. И в какой-то момент она просто вот полностью, как вот ее разломили на две части. И даже начали как бы вот из этой земли пытаться она выросла, то есть, знаете, как фундамент какой-то, то есть вот набивают сваи, и вот как какая-то свая была вбита прямо в землю, ее сломали на середине, но она еще в земле, то есть ее начали пытаться выбить из земли. На данный момент я еще не вижу, чтобы ее выбили из земли, но такое ощущение, что ее пытаются расшатать, то есть эту сваю для того, чтобы потом можно было ее выкорчевать из земли. Я тогда еще увидела, когда слом этой балки деревянной, я поняла, что сейчас события начнут меняться. То есть что-то начнет меняться и что-то наконец-то сдвинется с мертвой точки. Далее, где-то 17 числа, как я говорила, меня посетило другое видение. Это видение было очень сильно яркое, и оно тоже обладало некими яркими образами, я не скажу, что библейскими, но они не совсем такие, к которым вы привыкли, да, то есть эти видения, они такие более массовые, более глобальные, и образы у них тоже достаточно очень какие-то, ну, может, это на мои ощущения, да, когда я испытывала эти видения, то есть вот эти ощущения от этих видений, может, на мой взгляд, это были какие-то такие глобальные, очень сильные, очень яркие образы. Может, вам они покажутся не такими яркими, но я попытаюсь передать свои ощущения как можно ярче, чтобы вы тоже смогли их прочувствовать. Так вот, я увидела Фемиду. Это был первый образ, который мне пришел. Это была Фемида. Причем она была не в своем привычном образе, да. Мы знаем, что на скульптурах Фемиду обычно показывают с закрытыми глазами, то есть у нее повязка на глазах, да, и в руке получается весы. Так вот, я увидела Фемиду, но ее глаза были открыты. У нее не было повязки, и она смотрела вниз. То есть она смотрела на территорию Украины конкретно, и она смотрела вниз. Она все видела, что там происходит. И дальше я увидела в ее руках весы. И в какой-то момент ее весы, они просто, знаете, даже не потихонечку перевешивали, они просто упали влево. Вот, то есть правая сторона весов и левая резко, как будто на нее кинули камень, она просто резко перевесила. И это был момент, когда я поняла, что Фемида, все, дальше весы, ну, то есть чаша весов падать некуда. И одна сторона что-то перевесила, что-то очень сильно перевесила, и все, и это уже конец. Это как приговор, который вынесла Фемида, да. И далее я увидела следующее. Фемида, получается, она взяла не меч почему-то, я увидела в ее руках копье. И далее было следующее видение. То, что было очень перспективным, то, что было очень... то есть как будто, знаете, я увидела какую-то другую Украину в этот момент. То есть, знаете, какое-то общество, какая-то земля, страна, да,
которая обладает очень большими перспективами, которая могла иметь большой рост, которая могла иметь развитие, где могли люди, да, вот какой-то, знаете, даже не то, чтобы, я даже не знаю, с чем сравнить, вот как какие-то высокие технологии, какие-то высокие, я не знаю, ну, знаете, как в Японии, то есть люди там на каких-то сверхпоездах ездят, как-то какие-то хорошие дороги, хорошее все, то есть какое-то вот, я бы сказала, наверное, вот большая, хорошая, сильная экономика какая-то, да, инфраструктура, какая-то высокий уровень жизни, все вот, что могло бы быть. И как будто вот это, оно как будто могло быть. То есть это был самый-самый хороший исход, наверное, да, для этой страны. И это могло бы быть, но люди, которые живут на территории этой страны, причем здесь конкретно было не конкретные там лидеры этой страны, да, не конкретная группа, про которую я говорила, которую вот эту балку устроили, а как будто сами жители этой страны. Вот здесь без обид, ребята, кто меня смотрит с Украины, вот что мне шло, то я и озвучиваю. Я не говорю, что в моей стране или в других странах все зашибись, все такие умные, классные и прочее. Мы сами в говне живем, и поэтому как бы здесь чисто озвучиваю видение, да. Я не скажу, что мы по классному пути идем или у нас все хорошо, у всех все говяно. Вот здесь вот только давайте в комментариях воздержимся от вот этой вот какой-то ерунды, которую вы там пытаетесь моим словам навязать, видимо, которую вы берете из своих же каких-то суждений. Так вот, здесь я увидела просто, что могло бы быть вот так. Но люди, вот оно как будто, знаете, после постсоветского какого-то времени, вот как будто когда произошло отделение, да, Украины от СССР, было очень много чего-то, то есть ресурсов каких-то, было очень много возможностей, было очень много, то есть того, что можно было типа расцветать как-то, да, но получилось как-то так, что люди, которые жили на этой территории, они как-то вот собачились между собой, то есть они как-то постоянно уходили в какую-то вот в какой-то момент ненависти, склок, чего-то подобного, да, с политиками между собой, там еще что-то, и их настолько поглотило вот это все, что в итоге получается, что то, что вот дано было, да, то есть все пришло к краху, то есть как упустили свою возможность, шанс вот этот, что оно может быть по-другому. И здесь как будто вот, знаете, я не люблю вот это, знаете, как некоторые эзотерики там говорят, высшие силы вмешались, что-то сделали. Я вообще терпеть не могу такие ассоциации. Я считаю, что каждый человек, он сам в первую очередь сам себе хозяин, сам несет ответственность за себя, сам вмешивается в свою жизнь и сам все в ней делает. То есть я за полную ответственность, что над человеком, да, власть над ним, власть над его жизнью и так далее есть только в его руках. Никто там, никакие силы, ничего не могут с ним сделать и как-то на него влиять. Но здесь я могу сказать, что как будто вот общество, да, люди, которые жили на этой территории, они не справились. То есть это как, знаете, не конкретный какой-то человек, вот этот, нет, а как будто вот масса именно, да, как коллективное вот это бессознательное общество, да, само, как бы вот коллективное общество, которое было там, оно не справилось с тем, чтобы вот распорядиться как-то вот тем, что было дано в каком-то позитивном ключе. И Фемида, она выступила как некая вот такая вот сила, да, которая вмешается для того, чтобы навести порядок. Это не то, чтобы, знаете, какое-то... Сейчас объясню. Фемида — это не какие-то высшие силы, которые что-то будут делать. А Фемида — это не что-то о мести, да, там, что вот Фемида, она сейчас покарает там кого-то, еще что-то. Хотя покарает она тоже, я об этом попозже расскажу.
Вот, она именно судья, она восстановление порядка, то есть вот этот вот баланс, да, в ее руке, вот чаши весов, они должны быть в каком-то другом положении. И тут чаша весов упала, и как будто дальше надо вмешаться для того, чтобы не возникла какая-то катастрофа, да. И здесь как будто вот какие-то силы, но это не высшие силы, не что-то, это скорее, знаете, как механизмы, которые связаны в первую очередь с временными линиями, да, механизмы, связанные с предотвращением каких-то моментов, то есть вот как сказать, даже не знаю, вот есть цикл, да, и человек проходит обучение, то есть какое-то, ну, не знаю, уроки какие-то. Вот он справился, да, за этот цикл, все, дальше ничего не надо, это все прошло, он сам справился, все сделал. Но если вдруг он не справился и что-то там происходит, есть момент того, что вот на уровне временных линий что-то вмешивается для того, чтобы его удержать в стабильности, чтобы он не упал, грубо говоря, и что-то там не произошло, да, критического. То есть это какое-то критическое вмешательство на уровне именно того, что завязано на временных линиях и что, как, знаете, как что-то экстренный СОС, грубо говоря, план Б, да, если вот что-то пойдет не так или что-то там провалится, значит, вот это вот запустится, да, какая-то вот серия временных линий для того, чтобы как-то это, значит, восстановить. Именно этот процесс вот ознаменовало падение вот этой чаши весов Фемиды. И далее я увидела, как Фемида берет в руки копье, и она начинает кидать его, и кидает она его в каких-то конкретных людей. Знаете, то есть она не начинает всех подряд, там, людей прям этими копьями заваливать. Нет, она берет и начинает просто ожесточенно, очень сильно кидать копья в каких-то людей. И мне четко шло, что эти люди, в которых она кидает копья, они будут пожинать плоды своих трудов. То есть и здесь, понимаете, это не в хорошем смысле. То есть пожинать плоды своих же трудов в данном случае, да, того, что они там, я не знаю, может быть, наживались там на мошеннических схемах каких-то, да, на людях, воровали там, я не знаю, на СВО там, да, ну, там, я не знаю, как у вас там по-другому называется, да, ну, которые там, допустим, коррупцией какой-то занимались или еще что-то, то есть по большей степени шло что-то такое, что люди, которые вот именно не прошли какие-то уроки, да, которые вот в этот момент, то есть думали только о своей выгоде, которые только вот что-то, вот знаете, как пауки какие-то, да, которые вот себе загребали. И вот Фемида начинает просто выстреливать их. И вот четко идет, они будут получать, каждый будет получать вот именно из них вот плоды своих же трудов. То есть эти плоды — это скорее последствия того, что они делали. То есть вот ты что-то там делал, да, и пожинай теперь плоды дел своих. То есть вот так вот, да. И здесь не то, что я вот... То есть что посеял, то и пожнешь, да, вот в этом вот моменте. И далее я вижу еще одну девушку, то есть вот их, получается, Фемида такая грозная, которая карательная, да, такая, которая беспощадно просто вот эти колья кидает в каких-то людей. И вторая девушка, она такая высокая, они причем обе Фемида, то есть она как возвышается, знаете, она такая огромная, то есть у нее вся территория, вот эта Украина, она как на ладони, то есть она настолько огромная, как гигант такой, да, что для нее вся эта территория, ну вот просто один шаг сделать.
И вторая девушка, она тоже очень-очень огромная, они с Фемидой одного роста. Но если Фемида, она такая грозная, как воительница, да, как она отстаивает какую-то справедливость, то есть даже не справедливость, а баланс держит, то вторая, она как мать, то есть она как женщина, именно мать, у нее настолько вот выраженная материнская энергия, она вся очень светлая и одета в белые одежды, и она, знаете, людей, как детей почему-то идет больше. То есть она не то, что конкретно детей будет защищать, а она будет защищать людей, то есть которые не участвовали, грубо говоря, во всей этой ненависти, во всех этих делах, там еще что-то, да, то есть людей, которые просто жили, которые пытались выживать в этом, во всем, которые пытались как-то вот сохранить себя, сохранить все, да, а не вот там выгребать последнее с этой страны и так далее. То есть вот каких-то вот простых обычных людей, да, которые именно, я не скажу, что там они, возможно, не жили там в ненависти еще, а которые вот как дети в этом во всем. То есть это в большей степени люди, которые во всей этой ситуации были по большей степени ну, жертвами, да, грубо говоря, и она их защищает, то есть она их как будто вот сгребла вот так вот в кучку, вот эта вот девушка, и вот так вот обняла и как защищает, то есть она их как будто прикрывает собой, прям вот спиной так вот закрывает, чтобы в них не попали копья невзначай вот этой Фемиды, то есть Фемида поражает, да, вот грозно поражает там всех, кто способствовал тому, чтобы вот эта вот чаша весов упала вниз, да, кто продолжает это делать, то есть она как уничтожает вот это все. А вторая прикрывает и защищает, то есть она прикрывает от огня, от ударов вот этой Фемиды других людей, кто в этом не замешан. То есть для того, чтобы они под это не попали. Это было настолько ярко, что я даже вот сейчас это все рассказывая вам, я как будто заново погружаюсь в это видение, и я говорю, это вот видение настолько было глубоким и ярким по своим ощущениям, вот, что последний раз я подобное испытывала именно касательно Украины, да, и видение про Украину в 2014, когда про ангелов вот этих вот видела, жнецы, которые будут собирать вот это вот, да, покрывать землю эту, и я надеюсь, что сейчас, то есть вот это вот жернова, вот эти все, они останавливаются, и сейчас уже будет, ну, не то что переломный момент, да, а вот именно какой-то как другой цикл, то есть когда вот эта Фемида уже будет действовать на территории Украины, и она будет поражать всех, ну, может быть, не всех, да, но поражать вот именно тех, кого она вот как вот паразиты, пауки какие-то, да, еще что-то, то есть она будет какую-то чистку проводить. Я не знаю, вот тут я сразу скажу, я не знаю, будет эта чистка условно от Фемиды только на территории Украины, там, и украинских политиков проходить, или она России как-то тоже частично коснется, потому что я чувствую, что и там тоже будут какие-то стрелы, да, вот эти копья лететь от нее и сюда, то есть в каких-то людей. Вот, здесь какой-то другой вот момент идет. То есть не просто так, что вот есть территория, есть какие-то там плохие дяди, вот мы их перестреляем. Нет, это именно, чтобы вы понимали, это процессы на уровне не только там конкретно вот территория вот этого государства, да, это какие-то процессы на уровне ситуации, то есть того, что происходит с вот этой территорией, с людьми на этой территории, да, с теми вот страданиями и прочим, что происходит. И я после этого думала, что когда я увидела вот это видение, я подумала, ну это видение точно надо записать на YouTube, потому что на Telegram записывать это можно было, я там записываю коротенькие аудио, да, что мне приходит, вот, стараюсь оперативно это сделать, но здесь я решила все-таки записать видео на YouTube. Также могу сказать ранее, было одно видение относительно Зеленского, вот, я не помню, если честно, озвучивала я его или нет на ютубе, но на самом деле я не знала вообще, озвучивать, не озвучивать это
видения на Ютубе, потому что Зеленский это фигура спорная. Я его вижу как патологического нарцисса, многие видят его как прекраснейшего там такого военачальника, который ведет всех вперед, он такой весь классный, супер классный и так далее. Поэтому, чтобы не обижать чувства верующих в Зеленского, я решила немножко это видение удержать при себе, вот, но это еще было касательно того, когда Трамп только вступил в должность, и вот это была сцена в овальном кабинете, я тоже про нее говорила, когда мне задавали про нее вопросы, что это, кого это, я говорила, что это постановка, то есть я чувствовала, что это была постановка не для Зеленского, конечно, то есть Зеленский в этой постановке не участвовал, грубо говоря. Вот, эта постановка была разыграна для него, для того, чтобы показать его, для того, чтобы наехать на него. То есть его специально развели на эмоции, его развели на все, чтобы показать. Вот, смотрите, как он себя ведет. Вот, а посмотрите, какой он нехороший. Мы ему тут говорим, пытаемся с ним разговаривать, а вот он вот такое городит, да. То есть специально было сделано так, чтобы выставить его вот в таком свете. Был повод наехать на него. И еще тогда я видела, что очень все идет к тому, что дипломатически с ним согласиться, вот как-то вот сделка какая-то, как-то договориться, еще что-то невозможно. И изначально уже как бы лица определенные, вот как Трамп, да, все, Илон Маск, они думали о том, когда еще Илон Маск был в компании Трампа, вот они думали о том, каким именно образом воздействовать на Зеленского и каким именно образом его убрать. И мне еще тогда шло, что будут что-то использовать. Нехорошо он идет, то есть не то, что вот проведут президентские выборы, и он идет еще что-то, как будто он идет через трибунал. То есть очень много у меня было таких ощущений, что он идет через трибунал. И еще раз скажу, да, трибунал это может быть в моих ощущениях не то, что там конкретно прям трибунал, да, будет. Нет, это может быть и то, что его начнут сливать. То есть я видела не то, чтобы суд там может над ним еще что-то, а его начнут сливать. Его начнут сливать свои же. То есть в первую очередь это Европа. Они начнут, когда они поймут, что вот пахнет жареным, они начнут его сливать. Его начнут сливать Запад, его начнет сливать США. И в какой-то момент они им пожертвуют. Он будет точно такая же жертва, как и много других людей, которые точно так же жертвами ложились ради интересов определенных людей на Западе и в США. То есть каким образом они там его уберут, то есть будет это трибунал, будут это обвинения в коррупции или что-то такое, но мне изначально шло, что будут какие-то именно обвинения именно в коррупционных каких-то моментах. И опять же, да, когда еще в первое там время Трамп очень много задавал вопросов о том, что а сколько это там, значит, миллиардов там дошло-то до Украины, мы там дали вот столько-то, да, а сколько фактически дошло? И тут Зеленский переобулся и сказал, а я не знаю, где оно ушло, да, смотрите у себя, до нас вообще там копейки дошли, да, мы вообще там ничего не получили, это у вас где-то осело, то есть мы тут такие чистые и белые, а у вас там все коррумпированные, да, все там отмыли денег, а мы тут такие сидим без хрена в кармане. Он это все так перевернул, но они тогда, то есть поняли, что надо как-то по-другому зарыть. И здесь, возможно, да, что тоже так как одна из контор, организаций, да, которые сейчас быстренько прикрывается Зеленским, она работала на США, то есть напрямую лоббировала США, возможно, там дали им, ну, грубо говоря, и средства, и отмашку на то, что давайте, гребите под там определенных лиц, гребите, смотрите, кто что украл, что куда ушло, как раз-таки из европейской помощи, из помощи США и так далее, для того, чтобы потом тот же самый Трамп
те же самые республиканцы предъявили, допустим, ну что это такое, да, вот они уголовные дела, НАБУ нашла там и все это развить. И поэтому просто так бы они вот так быстро за жопу не хватались. Они настолько быстро пропихнули этот закон буквально за несколько часов. Это значит, что там какой-то, ну, достаточно серьезный компромат, чего они очень сильно боятся, чтобы вылезло. И здесь кто-то не знал о том, что это было. Да все знали. Европа прям не знала, да, о том, что вот там воруют миллиардами в Украине. Да знала, конечно. Там сама эта фон дер Ляйен из этой же копилки жрала, просто свинячила за 10 с общего корыта. Но почему-то, да, сейчас они будут, когда это все, эти махинации начнут где-то что-то подсплывать и начнут об этом говорить, что там что-то кого-то воровалось из этого корыта, да, причмокивалось кем-то из политиков, то подельники, да, знаете, да, вот этот вот момент, будут с этого общего корыта самых маленьких поросят выкидывать и говорить, это мы не ели, а вот это вот они ели, это они все съели, да, с этого корыта, ай-яй-яй, какие плохие, нехорошие поросята. Вот, но это, опять же, сейчас я говорю не то, что вот конкретно там про поросят и все, это я сейчас рассуждаю по большей степени, но мы увидим. Как будет идти дальше, я вам озвучила свои видения ранее и относительно того, что Зеленского собираются силой убирать, а не путем выборов, потому что он путем выборов не уйдет и не хочет уходить, да, и это было в том числе показано никто, на самом деле, когда вот Трамп сказал, давайте проводите выборы, да, никто, конечно же, особо и не надеялся на то, что в Украине согласятся проводить выборы, то есть они понимали, что нифига, это было бы, ну, я не знаю, там 5% из 100, да, вот возможности, что там кто-то действительно на это согласится. Но то, что готовят там уже людей, которые бы заняли это место, да, и это все тоже мы отлично видим. Ну и поговаривают в сети, что люди, которые выходят на улицы сейчас, да, что это не просто так, они выходят. Это не просто, знаете, люди сами такие, как вот в 2014, не сами люди такие, вот, мы тут решили и пошли, да, то есть сейчас эти люди, которые выходят на улицы, это все тоже лоббируется, есть те, кто хочет это все расшатать, и здесь тоже все это тянется к США, то есть это все подогревается. Определенные сейчас схемы, которые спецслужбами США проводятся, да, и я это тоже чувствую, что США сейчас проводит какую-то, знаете, такую скрытную, грубо говоря, операцию спецслужбами, вот, касательно какой-то истории с Украиной, да, для того, чтобы там провернуть какие-то свои действия. И все вот эти, вы знаете, я там доволен Путиным, я там недоволен Путиным, я доволен Зеленским, я недоволен Зеленским, и это все вот это вот мишура, который сыпется, да, вот этот бисер и так далее, он сыпется, пыль в глаза пускается, бла-бла-бла, 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 а на самом деле там абсолютно другие договоренности, все это обговаривается, договаривается и так далее. И проводятся какие-то действия, то есть скрытные, о которых Киев очень сильно не в курсе. Вот, от него это все скрывается. То есть, грубо говоря, там очень хорошо манипулируют манипулятором. Вот, потому что манипулятором очень легко манипулировать, если ты знаешь, что он манипулятор, да, он как ребенок, который, ему кажется, что он контролирует ситуацию, но вот именно этим и стоит пользоваться, да, давать ему иллюзию того, что он контролирует все, вот, и при этом он не увидит, когда его обставляют, да, делают с носом, то есть дают ему иллюзию контроля и пум, это достаточно. Люди, которые умеют это делать, сталкиваются с этим, они это все прекрасно проворачивают. Это то же самое, ребятки, что я говорила, что вскоре, да, будут усиления, будет очень много слез, будет очень много атак. У меня есть знакомые, которые живут в Украине, в Киеве, в том числе я
предупреждала их, что сейчас все очень сильно усилится. То есть до того, как со стороны России началась массовая атака, прям вот, если раньше там летало, прилетало что-то, то сейчас там просто заливают, и вы, наверное, знаете об этом, кто следит за новостями, что идет прямо вот каждую ночь массированные атаки, там просто ад. Люди просто не выдерживают и психологически, и все, потому что если раньше были обстрелы, то сейчас это просто поливной ад. И я предупреждала об этом, что мне это очень больно все видеть, мне это очень больно все говорить, что вот сейчас вот это вот начнется еще больше, вот эта вот атака, поливные прям будут давить на них. И это давление, к сожалению, идет на власть, которая сидит в Украине, то есть даже не то чтобы власть, а на отдельных каких-то людей, которые сидят во главе государства. Вот, я не скажу, что там на одного Зеленского или что-то, это знаете, как спирать про то, что произошло в Германии на одного Гитлера. Вот это во всем Гитлер виноват. А все остальные белые пушистые зайчики там, знаете, сидели, все вот эти ученые, которые там издевались над людьми, все вот эти офицеры и так далее, да, эсэсовские, типа, они такие белые пушистые зайчики. Мы не виноваты, это все Гитлер виноват, и слезку пустили. Так это, к сожалению, не работает. И тут то же самое, да, говорит, что там один Зеленский во всем виноват. Нет, не виноват. Там сидят люди другие еще, которые там с ним, не с ним, а может и его используют, да, ему также его, я говорю, манипулируют манипулятором очень умело. Возможно, это тот же Ермак. Я не смотрела, на самом деле, кто там из них вот это вот всеми манипуляциями занимается, но там, поверьте мне, во главе власти сидят очень умелые манипуляторы. И именно на них, то есть они думают, что а мы вот сейчас наобещаем, а мы вот сейчас что-то сделаем, а потом все возьмем и там по-своему сделаем, и нам ничего никто за это не сделает. Так, знаете, вот мышление таких маленьких детей. И для того, чтобы им вот этот вот момент переломить, что да, мы будем договариваться, мы будем что-то делать, а потом под шумок гадить, да, вот этот вот момент такой, то есть себе выиграть время, все, они так постоянно делали на протяжении всего времени. И сейчас, то есть вот эти массированные атаки, я видела, что они будут, и они начали идти, и мне от этого очень сильно больно, поверьте мне, ребята, говорить об этом, осознавать это все и прочее, и понимать, что я на это никак не могу повлиять, да, тоже. Как? Я могу говорить о том, что я против этого, что я хочу закончить это все, чтобы это наконец-таки уже завершилось, для того, чтобы это все закончилось. Это да, тем самым я смогу свой вот этот вот момент энергии направить на то, чтобы эта ситуация завершалась, дошла к окончанию. Но вот эти вот массированные, в том числе атаки, они идут для того, чтобы надавить именно на вот эту верхушку власти, на вот этих манипуляторов, которые пытаются дальше грести, вот эти пауки, да, которые пытаются дальше грести на этой всей истории, которые пытаются дальше использовать ресурсы людей, которые погибают на этой войне, еще другие ресурсы и так далее. И я это говорю про, где-то все стороны тоже, да, конфликта, вот, потому что я знаю по ощущениям своим, ладно, не знаю, да, думаю, хорошо так будет, по своим ощущениям, что такие же люди есть не только на территории власти, там, да, на территории там Украины, но такие же люди есть и которые тянут резину, пытаются там что-то вот на этом вот все хапать, да, все и на территории РФ тоже такие есть. Вот, к сожалению, конечно. Ну, а я хочу сказать всем вам, я вас всех люблю, обнимаю. Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую и новости интересные, вот, и также я там публикую выход новых роликов, а также роликов на Бусте достаточно интересных, где я рассказываю очень много об устройстве Вселенной, о родах, о том, как рождается душа, о том, кто наши родители, да, на уровне души, как это все устроено. Также я очень много рассказываю про прошлое,
Присоединяйтесь, там очень много интересного о том, как нас захватили, что происходило, про различные рода, про истинных правителей очень много информации, да, о том, как они правили, кем они были, об устройстве мира нашего, да, как он на самом деле развивается, на чем основаны его столбы, намерения и так далее. Ну, а также присоединяйтесь к солнечному клубу. Я там бываю очень часто. У меня там приходят, как я уже говорила, прямые эфиры. Сейчас еще и с видео. Можно на меня посмотреть, со мной пообщаться. Я там отвечаю на ваши вопросы. Да и просто иногда болтаю в чате. Такое тоже бывает. Так что подписывайтесь. Все ссылки на все ресурсы мои есть в описании. Ну а я вас всех люблю. Обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Пока-пока.